Огурцы и кабачки уже в стадии плодоношения, я хочу их подкормить калиевой селитрой. Перцы тоже начинают формировать плоды, и у одного из них я уже заметил недостаток кальция, вершинная гниль, поэтому нужно подкормить кальцием, ребят. Ну а томаты пока формируют корневую систему, я хочу их просто подкормить монофосфатом калия, для того, чтобы они лучше нарастили корневую систему, да, углубились, так сказать, и дальше начали активно плодоносить. Поехали! Я сначала хочу развести удобрение вот в таком вот кувшине, да, и половинку потом залить в первую лейку и половинку во вторую сразу же лейку. Таким образом я смогу пролить все перцы. Это у меня кальциевая селитра. Ну и по аналогии сделаю с остальными удобрениями. Хоть сейчас и пол первого дня, и вроде как на улице полная жара и температура 36 градусов, здесь за мандариновым деревом большим сейчас тенек, и я решил, что самое время для огурцов организовать капельный полив, такой же, как я сделал для томатов. Если сейчас быстро справлюсь с огурцами, то также проложу вот такие капельные трубы для кабачков. Они сейчас на солнышке, поэтому думаю, что это будет чуть-чуть сложнее, но посмотрим.
С автополивом огурцов я закончил, кабачки решил отложить на вечер, потому что сейчас они там под палящим солнцем и фактически где-нибудь я там упаду в обморок, мне кажется, в этих же кабачках. Ушел в тенечек, поближе к дому, кухня у меня здесь не прибрано, поэтому не обращайте внимания. Хочу сейчас заняться автополивом Розария. Я уже заказал здесь шланги, бобины, вы видели в распаковке от Leroy Merlin. Я все это показывал. Сейчас хочу такими перебежками бегать в Розарий, замерять рулеткой длину, прибегать сюда, отрезать все, что мне нужно, вставлять разные фитинги, потом бежать на солнышко, все это вставлять в землю и бежать обратно в тенечек и параллельно разные прохладительные напитки пью. Это кола. Задача на сегодня, ну на ближайшие, ладно, пару дней. Да нет, ладно, я сегодня все сделаю. Это по максимуму сделать автополив на клумбах, грядках и куда хватит шланга. Все просто. Поехали. $280, запоминайте. Потом я с вас спрошу. $330. 280, 330. Так, получается, если у меня квадрат, то мне нужно 330 дважды, 280 дважды. И так как я хочу еще пустить 2 в центре, то есть это еще по 280. То есть 284, 332. Окей. Или может быть забить и так не отмерять. Потому что неудобно. Ну как я здесь буду рулеткой отмерять? Надеть кепку, намазаться солнцезащитным кремом, лицо хотя бы. И пойти под солнышко. Ну да, мне кажется, я сейчас буду больше здесь мучиться. Короче, я пойду надену кепку и намажусь. Ну вот в такой кепке с прямым козырьком вы меня еще, наверное, не привыкли видеть, но я решил, что хочу защитить немножко лицо. Ну что ж, это будет эксперимент под солнышком. Если что, я не ною, я скорее описываю свои эмоции, такие, какие они есть. Поэтому, может быть, кому-то покажется, что вот, что ты поехал в Португалию, тут жара, и вот это вот все. Мне супер, мне все очень нравится. Я скорее делюсь с вами тем, что я ощущаю. Погнали.
Текущий статус по розарию. Я сделал полностью разводку. Я все закрепил. Осталось установить капельницы. Что я сделал? Вот сюда я поставил такой быстросъемный выход с краником. Почему сюда с краником? В моих планах вот эта часть должна будет вести вот к этой клумбе. И так как здесь проходной двор, назовем это так, я буду отключать периодически шланг и перекрывать этот краник, если мне необходимо полить будет только розарий. С этой стороны у меня просто быстросъемный, я не знаю, хочу ли я здесь ставить кран или нет, потому что в целом, если будет шланг здесь лежать, меня это не смущает. Там проложил просто трубу. И что я забыл сделать, я размотал уже бобину, хочу вдоль этой клумбы также проложить. И туда вода будет поступать как раз таки через одну из трубок. По идее, мне нужно сделать здесь не уголок, а тройник, как и на остальных углах, для того, чтобы шланг вел вот к той клумбе вдоль стены, и туда тоже поступала вода. Ну что, я закончил прокладку центральных магистралей. Пока работал, у меня произошли некоторые изменения вообще в моем плане, что я хочу сделать, и в том, что я могу сделать, потому что, ну, в общем, мне не хватило фитингов, разных переходников, но я выкрутился. Что получилось? Рассказываю. Итак, пока все подключается просто от водопровода. Есть шланг, вот он желтенький. Он подключен, может быть, не так красиво, как хотелось бы, но вот к капельному поливу. Здесь пока просто проложена центральная магистраль через цинии. Дальше мне пришлось оставить здесь вот такой вот шланг. Понятно, что это временно, друзья. Он специально желтый, для того, чтобы было его видно. Если я раньше планировал, что я буду его отключать, подключать, то сейчас я сделал его на постоянку. Вот так вот. Потому что мне не хватило фитинга быстросъемного. Я решил их сохранить для других целей. Мне нужно там еще в огороде. В целом меня не смущает этот временный шланг. Пусть он здесь будет. Окей, я от него не запинаюсь. По-другому пока сделать невозможно. Дальше идем к розам. Здесь у меня магистраль первая, вторая, третья и четвертая. И еще здесь так проведены. Здесь помимо роз я планирую посадить газанию. Вот, поэтому магистралей много. Вот здесь вот страшная, конечно, штука получилась. Здесь вот как раз-таки быстросъемный фитинг я сохранил. И вот это вот желтый, вот этот вот желтый шланг, он меня ведет вот к той клумбе. Там я также проложил уже магистраль, который будет поливаться. Это временно, он будет только на время моего отъезда так включаться, но ничего страшного. И если обойти розы, и здесь также подключен желтый гибкий шланг временно через парковочное место, и он ведет вот к той клумбе. Внутри нее также проложена магистраль для капельного полива до самого конца. И там также, если что, можно будет подключить еще один шланг или что-то подобное, или продолжить капельный полив, если мне потребуется что-то поливать вот там вот. Я понимаю, что это может быть не очень красиво, вот этот желтый шланг, постоянно можно об него запинаться и вот все такое. Я живу один, я запинаться об него не буду, я точно знаю, что он здесь лежит. Повторюсь, что это временное решение, потом я что-то придумаю. Моя задача сейчас главная, чтобы вода поступала к растениям по утрам, согласно расписанию,
Кажется, что я иду к этой цели. Сейчас начну устанавливать сами леечки, которые будут разбрызгивать воду, и потом уже покажу вам финальный результат. Я не везде сейчас проложил капельницы, потому что у меня их, как оказалось, не так много. Я вроде купил 2 большие упаковки, но все равно этого недостаточно. Проложил там, где сейчас, так скажем, первая необходимость. Оставил на кабачки, которые я сегодня еще не доделал. Планирую чуть попозже, когда солнышко сядет. Ну что, давайте запускать. Я их еще не отрегулировал, не подкрутил. Да, там вот этот полив, напор, все дела. Но сейчас наша главная задача с вами понять, а вообще это работает? Давления хватает, чтобы везде все полить? Пойдемте проверим. Ну что, давайте запускать. Так, тут вот что-то льется. Возможно, напора недостаточно, но потому что я еще не докрутил, не настроил все эти капельницы. Так, ну у циней все работает. Идем дальше. Тут вот что-то капает. Сейчас везде все проверим. Ага. Я уже вижу, где пропадает давление. Вот этот шланг, он не подключен. А почему так? Сейчас подключим. Так, ну до этого конца доходит, конечно, плоховато. Я бы сказал, что практически вообще не доходит. Угу. Это, конечно, грустно. А, нет. Это, возможно, я... Слишком раскрутил, слишком. Я понял. Угу. Ну, в общем... Так, ладно. Сейчас поймем, где оно теряется. Ну, вот здесь вот все поливается. Не знаю. Ну, в целом что-то капает. Так, ну тут тоже капает, но немножко. Ну и в самом конце капает. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас пойму, где теряется давление. Все работает. Да, давление может быть не так много, как я думал. Я нашел, где утечка происходит. Во-первых, шланг в одном месте немножко подспускает. Это заметно. Вот. А во-вторых, ну, наверное, слишком много все-таки развязок. Большая достаточно длина получается центральной магистрали. Но это работает. Меня в целом это устраивает. Особенно для полива, когда меня нет, к примеру, или по утрам просто. Это работает, это хорошо. Получился прям полноценный капельный полив. Посмотрим дальше, уже на практике, как это будет работать. Надеюсь, что все будет хорошо. Если нет, то я, может быть, разделю магистрали на 2 разных выхода. Я знаю, как это можно сделать. То есть у меня там несколько
есть выходов на улице центрального водоснабжения, и я могу одну часть магистрали переключить на другую подачу воды. Ну все. Цветочки, растюшки в безопасности, огурцы в безопасности. Ну, томаты и перцы я еще давно сделал. По идее, остались на сегодня кабачки. Сейчас солнце чуть-чуть подсядет, и пойду закончу с ними. Ну, давайте я расскажу, что в итоге у меня получилось. Короткая история. Я до этого уже сделал в прошлых выпусках капельный полив для перцев и томатов, которые были посажены. Там получились у меня, к сожалению, капельницы из разных наборов. И одни капельницы мне, если поначалу нравились, потому что мне казалось, у них трубка больше и поток воды больше, то со временем я понимаю, что они мне совсем не нравятся, а точнее их переходники, то есть развилка, да, треугольничек такой, тройничок, который ведет на две капельницы. Проблема в том, что у него нет никакой как бы заглушки, за которую шланг может зацепиться. И на солнце резина расширяется, и под давлением воды их просто, они вылетают. Не все, но все-таки. И таким образом, конечно же, давление в центральной магистрали падает, и до дальних томатов поступает воды меньше. Мне так кажется. А сегодня, помимо огурцов, я сделал еще и магистраль для кабачков. И тут вот у меня встал вопрос, а как сделать так, чтобы, они поливались? Понятно, что в дальнейшем я хочу, наверное, капельный полив огурцов, кабачков и томатов с перцами развести в разное время. Таким образом и давление будет в магистрали лучше. И, наверное, огурцам и кабачкам полив требуется реже, чем тем же перцам. Но таймер у меня пока один куплен. Я жду следующий, который может как раз-таки под разные магистрали делать разное время полива. И поэтому сегодня я исхитрился, подключил просто не тройничок, а двойничок. И сделал одну магистраль на огурцы и кабачки, и вторую магистраль оставил старую, которая была на томатах и перце. Да, конечно, я мог не делать вот этот двойничок, а просто пустить, что сначала идет через огурцы, и идет развилка после огурцов на кабачки и дальше на томаты. Но, к большому сожалению, у меня не хватает всех фитингов, они начали экстренно заканчиваться, у меня не хватает переходников, и шланга тоже недостаточно. Поэтому я немножко тут исхитрился, но все работает. Все работает, то есть у меня сразу идет двойничок на томаты, перцы и на огурцы и кабачки. Сейчас они будут поливаться вместе. Я проверил, давления хватает, все поливается. Если я еще и капельницы у томатов закреплю, чтобы их не вышибало, вообще будет супер. Думаю, что хомутами подтяну. Или у меня есть проволочка тонкая, я просто проволочкой подкручу их. В общем, самое главное, что сейчас даже во время моего отсутствия основные посаженные культуры будут поливаться. В планах еще настроить капельные поливы для бахчевых. Это тыквы, арбузы, дыни. И у меня же еще ждет высадку баклажаны и сладкий перец. Я думаю, что их где-нибудь там рядом, как раз-таки по правую сторону к томатам посажу, чтобы подальше от горького перца, от острого перца. Вот такие дела.
Ну, там уже будет несложно настроить капельный полив. Я просто продлю текущую магистраль. Благо шланга на этих ребят у меня хватит. Ну, в общем, вот. Самое главное, что это работает. Да, это некрасиво. Да, у меня валяются шланги. Ну, а зачем мне сейчас делать красиво, если я постепенно буду в том числе облагораживать эту территорию, да, как бы огурцы здесь постоянно расти не будут. Кабачки на этой подпорной стене постоянно расти не будут. Ну, то есть я это делаю сейчас, чтобы не потерять это лето. Все очень просто. И на самом деле в комментариях писали очень умные вещи, что ну, как бы зачем терять время на какое-то там создание сейчас текущего идеала, если можно сделать MVP, минимальный работоспособный минимум. А еще мне очень нравится фраза, я постоянно ее, даже не фраза, а принцип, я постоянно его использовал в работе и всем своим сотрудникам и коллегам пропагандировал в хорошем смысле этого слова. 80-20. 20% усилий и 80% результата. Чем я сейчас и руководствуюсь. Так что запомните этот девиз и используйте его по жизни. Это добрый совет. Ну, я не знаю, у меня какой-то в мире животных здесь в последнее время. Это соседская собака. Она обычно лает на меня, но сегодня решила быть доброй. Сеньора! Cá está aqui! Тебя зовет сеньора твоя. Ну, конечно, давай тут пометь мне еще все. Ну, молодец. Пойдем, тебя зовут домой. Senhora, boa tarde. Sou eu. Cá está aqui. Aqui, está aqui. Então, eu tentar. Sim, claro, eu tentar. Vai. É cá. Vai. Vamos. Пойдем, я тебя провожу. Пойдем. Ну, давай, пометь все и пойдем. Пойдем. Ну, я с тобой иду, пойдем. У нас будет повод познакомиться. Пойдем. Está aqui, senhora, perto de casa. Vamos, vai. Vamos. Está aqui. Nada, boa tarde, senhora. Boa tarde. Nada. O quê? Ну ты что, да ты зайчик. Vai.
Vai. Vai, vai, vai. Anda. O que se passa? Vai. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. 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 Anda cá. Então, senhor, boa tarde. Eu sou o Constantino. Eu, Constantino, Constantino. muito prazer. Igualmente, igualmente. E como se chama, senhora? Adelaide. Adelaide. Sim. Muito prazer, senhora.